Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы увидим основную структуру HTML страницы, а также поговорим про некоторые обязательные теги, которые нужно знать. Чтобы сделать нашу первичную HTML структуру, я в HTML ставлю знак восклицания и нажимаю Enter. После чего у меня появляется вот такая конструкция. То есть это базовая конструкция любого HTML файла. Как его писать, дословно вам учить не нужно, только запомнить, как это выглядит и как его вызвать. Вызываем, как его мы, ставим знак восклицания и Enter. Ну, это я вам повторил еще раз, чтобы вы запомнили. Окей. Теперь давайте разберем ту самую нашу первичную HTML-конструкцию. В самом верхней части файла у нас есть вот такая приставочка. По факту в ней сказано, какую версию HTML мы используем. Их есть 5 разных версий, ну то есть первая, вторая, третья, четвертая. И вот эта фраза говорит о том, что мы используем пятую версию. Ниже идет самый основной тег HTML. По факту весь наш сайт. Внутри этого HTML есть два основных тега head и body. Body — это тело всего сайта, то есть физически это все эти картинки, кнопочки, тексты и так дальше. И head. Head — это уже более глубокая настройка. Ну, например, настроить вот эту вкладочку. Вот как нам настроить текст, который отображается сверху, вот тут. Он настраивается как раз благодаря нашего head. В самом head есть другой тег title. Он как раз за эту штуку и отвечает. Давайте я запущу наш файл. Вот он запустился, и видите сверху документ. Если я здесь напишу что-то другое, например, user, то теперь тут user. В самом хеде выше тайтла есть еще мета. Давайте мы пока запомним, что вот ее нужно тоже всегда писать, когда мы используем HTML-страницу. За что она отвечает, в принципе, вы можете узнать, но это не так, чтобы очень сильно важная информация. Просто запомните, что она всегда должна быть. Она, по факту, грубо говоря, настраивает нашу HTML-страницу под наши стандартные настройки. Если мы уже разобрали наш head, можем вернуться в body, а то есть в основную часть нашего сайта. Именно в body мы будем вписывать все наши теги. Начнем с первого тега. Тег называется h1. Выглядит он вот так. Внутрь этого тега я могу передавать какой-либо текст. Этот текст будет работать как заголовок. Вот так вот, title. Есть еще другие теги, тоже h1, ну на их базе, только тут у нас h2, ниже h3, h4, h5 и h6. Визуально можно их всех увидеть в браузере, видите? В принципе, они все отвечают за текст, но в зависимости от того, какой именно тег я использую, тот размер текста я буду видеть. h1 самый большой, h6 самый маленький. В общем, эти теги отвечают за заголовки. Следующий наш тег – это тег P, параграф. На сайте отвечает за какой-то большой объемный текст, там описание, description или еще что-то. Визуально видите, вот так вот его написал, и в HTML тоже его видим. Следующий наш тег – это уже самозакрывающий тег image. Image просто так один никогда не пишется. По факту этот тег отвечает за картинку, которую мы будем отображать. Я его еще не до конца донастроил, поэтому саму картинку мы не видим на экране, на браузере. Если мы хотим ее отобразить, мне нужно в сам тег добавить атрибут srk, вот так вот. Внутрь атрибута нам нужно добавить конкретно ту картинку, которую мы хотим отображать. У меня изначально уже была готовая картинка, вот она. Чтобы мы эту картинку отобразили в имидже, я ставлю точку, слэш и название
нашего файла avatar PNG. Ну, после этого действия, как мы могли заметить, картинка сразу же отобразилась. Что такое атрибуты? Атрибут — это дополнительная настройка тега, которая позволяет нам настроить его на более детальную работу. Очень важно обращать внимание при использовании атрибута на его синтаксис написания. Каждый атрибут состоит из ключевого слова, равно и кавычек. Внутрь кавычек мы передаем уже значение данного атрибута. Например, у нас есть атрибут srk, который отвечает за то, какое изображение показывать. Также в имидже есть атрибут alt. Он отвечает за то, какой показывать текст, если по каким-либо причинам картинка отобразиться не смогла. Ну, например, мы сделаем текст loading. Вот так. Чтобы он сейчас у нас заработал, я что сделаю? Испорчу путь. Напишу как-то вот так вот. Такого изображения у нас нету, то есть у нас только аватар, и мы как раз можем замечать наш лоадинг. Если мы хотим вернуть, то нужно написать тут заново точка слэш и путь на тот файл, а именно картинку, которую мы хотим отобразить. Ну, в нашем случае вот так. Как правильно управлять путями вот этими, как правильно работать с тем, какой файл нужно отображать, я буду рассказывать намного позже. Сейчас мы только знакомимся с теми тегами, которые вам нужно изучить. Как именно их использовать, мы будем это проходить чуть-чуть позже. И если вы не поняли, как я отобразил здесь картинку, то вообще ничего страшного. Это я просто показываю вам, как работают атрибуты. Разные, ну какие бывают. Атрибуты бывают очень разные. Например, я хочу добавить еще какой-то атрибут в тег h6. Атрибут класс. Пишу класс равно скобки. И внутри какое-то значение. Hello, например. Точно по такой же конструкции. Ключевое слово равно скобки и значение внутри скобок. Это в такой структуре, в таком синтаксисе создаются любые атрибуты в тегах. Давайте я еще один покажу. Вот здесь атрибут title равно скобки и значение user, например. Все точно так же, только я заменил ключевое слово и значение. Ваша задача только понять, где писать атрибуты и какие примерно они бывают. За что они отвечают, мы будем рассматривать уже намного позже. Следующий тег, который я вам покажу, это тег A. Вот так он пишется. И видите, сразу появился в нем атрибут href. То есть тег A в одиночку тоже работать правильно не будет. Что это вообще такое? Для начала давайте я добавлю сюда какое-то слово, например, link. Вот оно снизу отобразилось, видите? И сейчас при клике на этот линк у нас обновляется страничка. Ну, на самом деле так быть не должно, то есть мы его просто еще не до конца настроили. Если я хочу настроить его до конца, то что я сделаю? Я открою браузер, давайте я найду какой-то Google, вот поисковую систему, скопирую URL-адрес поисковой системы и вставлю в href. К чему приведут данные изменения? Если же я сейчас кликну по этому линку, у нас откроется Google. То есть, что такое тег A? Тег A – это такой тег, который отвечает за ссылку, типа «А куда мне переходить, если по мне кликнуть?». Если говорить, куда именно переходить, то это указывается в атрибуте href. То есть, опять, чтобы более детально настроить тег, мне пришлось к нему добавить какой-то дополнительный атрибут с соответствующей информацией. По сути, чем больше тегов и атрибутов мы знаем, тем лучше мы понимаем HTML. Все наши знания базируются исключительно на том, сколько тегов и какие их атрибуты мы знаем. Также сразу добавлю, что не нужно знать все, ну то есть все теги.
Достаточно небольшого списка из фундаментальных тегов и их атрибутов. Базы, которые я вам буду давать, будут достаточно для создания любого сайта, вплоть даже игр. Давайте все то, что мы только что прошли, попробуем немножко закрепить. Я сделаю новый HTML файл, назову его first.html и сразу же открою его в браузере. Вот, открыли. Первым делом, для того, чтобы сделать сайт, я ставлю сюда нашу фундаментальную конструкцию, то есть знак восклицания и Enter. Вот что у нас получилось. Далее, заменим наш title на какой-то другой. Не документ, а давайте first page. Вот таким образом. После этого изменения, вот наш текст поменялся. Следующее. Сделаем так, чтобы у нас на страничке был какой-то с самого начала заголовок. Ну, давайте H1, это заголовок у нас. И сюда мы укажем следующее. Например, my web. Вот так. Вот текст сразу отобразился. Следующее. Добавим, ну не знаю, текст описания. Это у нас параграф. И сюда мы закинем какую-то фразу. This is my first HTML. Вот. Далее. Добавим еще такой тег, как H2. Ну, небольшой, поменьше заголовок. Аватар напишу. Далее ниже добавим еще тег, который отвечает за картинку. Это image. И в него укажем в его атрибут SRK ссылку на ту картинку, которую хотим отобразить. Аватар. Отлично. Я добавлю еще один тег H3. Go to Google. И ниже такой тег, который отвечает за ссылку. Куда мне переходить? Это такой тег, как A, с атрибутом href. Сюда я передам ссылку на Google. Когда я передал ссылку на Google, видите, наш тег A еще не закончен, потому что я глазами его не вижу. Если я хочу увидеть его, мне нужно добавить ему текст. А значит, я вот сюда, между открывающим и закрывающим тегом, должен передать какой-либо текст. Пусть будет Google. И вот он у нас отобразился. Очень важно понимать, что последовательность тегов, какая у нас в самом HTML файле, будет такая же и на сайте. Если у нас здесь первый MyWeb, то и тут будет первый MyWeb. Если в конце Google, то и в конце у нас Google. В процессе написания разной логики мы будем часто использовать еще такую штуку, как комментарии. Комментарии — это, грубо говоря, какой-то текст, который мы можем оставить сюда, и он не будет читаться браузером. Например, я сейчас поставлю комментарий. Это у меня комбинация клавиш Ctrl/, и видите, появился комментарий. На маках это comment или option/, я точно не помню. И в этом комментарии я, например, могу написать, что it's Google link. Если говорить вкратце, то комментарии это что-то типа, когда вы, например, учились, вы делали себе заметки какие-то. И вот комментарии это как раз заметки к коду. Мы здесь можем указывать, например, что мы сделали, или что мы делаем, или какие-то моменты, у которых у нас вопросы возникли и так далее. По факту это просто черновик для вас, который никак браузером не считается. Используется только для передачи информации друг другу, ну или для вас, чтобы вы что-то не забыли. Если вы хотите ставить комментарий без комбинации клавиш, то это получается знак больше, знак восклицания, вот эти вот дефизы, и вот он появился, видите? Все, что прописываю внутри, это комментарий, читаться не будет. Еще мне бы хотелось проговорить ошибки новичков. У нас просто будет домашка в конце этого урока, и чтобы вы не делали некоторых ошибок. Первая ошибка — это когда вы открываете тег, не забывайте его закрывать. То есть тег нужно закрывать. Касается только контейнерных тегов.
В самозакрывающих такого не будет. Самозакрывающий вы пока что знаете один, это только image. Также важно, где писать вам эти теги. Все теги нужно писать именно в теге body. Те, которые мы проходим, кроме тайтла. Тайтл это особенный. Следующая частая ошибка это вот эти вот кавычки. Если я здесь поставил двойную кавычку, то атрибуты закрывают тоже двойной. Если же я поставлю одинарную, видите, все сломалось сразу же, картинка уже не работает, так как там неправильный синтаксис. Открыли двойными, значит закрываем двойными. Не забываем про это. Следующее это вложенность. Например, я открываю тег h1, вот так вот, там, не знаю, title 1 написал, и в нем открываю тег h2. Но при этом я тег h2 буду закрывать не тут, где нужно, а вот тут. Вот это уже ошибка. Получается, я как бы открываю тег, а закрывается он как-то, ну, вообще вот тут, вот видите, перед другим тегом. Это не сильно правильная запись, и так лучше не делать. Все эти ошибки будут решаться внимательностью и практикой. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.